Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасим. Как я вам говорил в предыдущих передачах, мною на основе варианта сказителя Манасия Сагынбаева-Рузбакова написан пятитомный роман в прозе «Манас» на кыргызском языке. Эта книга в настоящее время включена в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манас. Я также для того, чтобы школьникам было легче изучить эпос, составил для учеников 8 и 11 классов рабочие тетради. Они также включены в школьную программу. О высоком качестве моего произведения свидетельствует тот факт, что первый том моего романа включен в 100-томную всемирную антологию «Жемчужины тюркской литературы», изданную в прошлом году, в 2022 году, в Ташкенте. В 88-м томе опубликован первый том моего романа на узбекском языке. Переводчиком выступил известный узбекский писатель, поэт Рахим Карим. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии «Манас» Семитеем. Мною закончен первый том данного произведения, сейчас идет работа над вторым томом. Кроме того, я вот уже в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики на кыргызском и русском языках, где рассказываю об эпосе, читаю отрывки своих романов. Мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это все, что я хотел вкратце рассказать вам об эпосе и романе. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Богатырь, вы, наверное, обиделись на нас? С мягким смехом, нежным голосом проговорила Санирабега Манасу. Но не сердитесь на других, кроме меня. Во всем виновата я. Мой народ тут ни при чем. Чтобы узнать твой характер, специально не пошла к тебе и не стала проведывать тебя. Не поняв этого, проявляя нетерпение, ты устроил здесь переполох. Именно по этой причине я ударила тебя кинжалом по руке, так как хотела испытать тебя. Отныне и вовеки я принадлежу тебе, богатырь, не злись, успокойся ради меня. Не обижайся, не вымещай злобу на безвинных людях. Если разрушишь город своего тестя, какой цели достигнешь? Чего ты добьешься? Не зная, что ответить на слова девушки, Манас угрюмо замолчал. Вот черт, хмуро подумал. Я хотел приказать воину, чтобы они как следует проучили таджиков. Но если Санирабега так говорит, как я могу так поступить? Манаса, который заметно остыл после слов Санирабеги, со своей стороны начал успокаивать Абул-Касым, одетый в красный халат, подпоясанный золотым ремнем. «Богатырь», — проговорил он, низко поклонившись кровопийце, — «ты пришел сюда, считая нас родней жены, и пригнал несметное количество скотины. Зять, не погуби понапрасну таджиков. Мы допустили огромную ошибку. Искренне просим за это прощения у тебя. Прости нас. Мы никогда не откажемся от своего слова, что отдали Санирабеку тебе. И на этом, и на том свете все таджики подтвердят, что она обручилась с ханом Манасом. Возьми ее, богатырь». От этих слов кровопийца еще больше опешил. Бакай, до этого молча стоявший, опасаясь гнева повелителя, увидев, что Манас нахмурился, не решается дать приказ воинам атаковать город, очень обрадовался.
О, Боже, взмолился про себя богатырь. Направь Манаса на истинный путь. Пусть он успокоится, не мстит глупой девчонке. Оказывается, таджики по ошибке оставили его голодным. Здесь большая вина Сани Рабиги. Негодная девушка сама не пошла к Манасу и других не пустила. Она полностью признала вину, согласилась вступить в брак с Манасом. Богатырь из-за этого не знает, как поступить. Таджики также поддерживают слова своей принцессы. Присоединюсь к ним и уговорю Манаса не совершать глупостей. И если даст Бог, и богатырь прислушается к нам, мы достигнем цели и возвратимся домой с хорошей и умной невесткой. С этими мыслями, пока я решил принять сторону таджиков, мы также стали свидетелями того, что Сани Рабига согласилась вступить в брак с Манасом, громогласно крикнул он. Очень довольный тем, что чрезвычайно опасная ситуация разрешилась мирным способом, Абул-Касым вскочил на коня и, обижая таджиков, громко стал объявлять: «Мы отдали Сани Рабигу Манасу в жены!» Некоторые киргизы не совсем правильно поняли его. Они услышали, что дочь Атемира в ханском браке, и решили, что ее зовут Каныкей, состоящая в браке с ханом. Хан Даникейнда. Оказывается, нашу невестку зовут Каныкей, сказали они. И после этого на века Сани Рабига осталась под этим именем. Только после остановки атаки кыргызов Атемир пришел в себя. Он вызвал казначея, приказал разбросать по дороге молодоженов 100 тысяч тенге. Из пригнанных кыргызами 300 верблюдов 3 были навьючены красными золотыми монетами. По приказу Манаса они также были розданы в качестве милостыни. От такого изобилия золота, серебра и скотины у таджиков голова пошла кругом. Когда они и кыргызы приехали в город, стало известно, почему до сих пор Атемир не обращал внимания на Манаса. Все увидели, что хан, желая, чтобы богатырь не мучился в жару, установил для него прекрасно сделанную юрту. Атемир приказал установить дома невест в долине Пашар-Дубо возле бурлящей реки. Ими стали управлять таджикские вельможи. В одном из этих домов Сани Рабига развесила свое приданое. По ее указанию на пол поставили широкую доску и постелили на нее 600 одеял из парчи, атласа и других драгоценных материалов. Она также установила там 60 золотых кувшинов, чем привела весь народ в удивление. С тех пор у кыргызов стала традицией при приезде невесты ставить доску, стелить на нее приданое невесты. В 40 домах, построенных в ряд, всеми работами руководили 40 вельмож. 40 подружек Каныкей, старший из которых был 18, а самый младший 16,5 лет, заняли эти помещения. В юрту, находившуюся рядом с Сани Рабигой, зашла девица Наркуль. Рядом с ней расположились Аруке, Суягуль, Улубат, Тыяпат, Батмасал, Бурунас, Сейлсан, Сейлхан, Тушбүбү, Санамкан, Азирхан и другие девушки. В армии Манаса самыми старшими были 35-летний Бакай и 34-летний Кыргал. Атемир дал указание ударить свадебный барабан, пригласил к себе 60 белобородых мул. «Прошу провести нике, обряд бракосочетания», — попросил он. После его окончания Атемир издал новый приказ. «Пусть сейчас наши девушки сами выберут кыргызских джигитов и выйдут за того,
кто им понравится. Если никто не будет им по нраву, пускай джигиты не злятся на них. Услышав это, витязи остались в неловком положении. Что это такое? С сомнением в голос проговорил Бакай. На протяжении веков, наверное, никто не видел такого дивного дела. Брат верно говорит, подумал про себя Манас. А Темир начал чудить. Мало того, что на 2 дня оставил меня голодным, так еще издевается над ними перед девушками. Как такое может быть, чтобы девушки сами выбирали жигитов? Такого обучения нет ни у нас, ни у других народов. Я не должен допустить этого. Надо придумать какой-нибудь другой способ и предложить его витязям. Немного подумав, Манас обратился к витязям. «Богатыри!» — крикнула. «Сделаем так, чтобы не быть посмешищем перед народом, отдав право выбора девушкам. Выйдем в степь, устроим конные скачки. Какая девушка застанется, на той вы и женитесь». Все согласились с Манасом и выехали в степь. Проехав изрядное расстояние, они выстроились в ряд. По команде витязи пустили коней вскачь, в результате чего первым на финиш прискакал Алмамбет на Сарале, а за ним Бакай и Сыргак. Кто теперь нам достанется? С тревогой думали богатыри и стали заходить в дома таджичек. Алмамбет выпал дом Аруке, который был установлен раньше всех. Бакай вошел в дом Аркуль, Сыргак — красавицы Саягуль. Таким образом, все 40 богатырей получили девушек. Аруке не на шутку рассердила, что она досталась китайцу. «Я ни за что не выйду за него», — зло подумала она. «Чтобы отвратить его от себя, мне надо превратиться с помощью колдовства, которым я владею, в вонючую, уродливую девушку». Сказано, сделано. Когда Алмамбет вошел в дом, то вместо ослепительной красавицы увидел какую-то Мегеру, буквально опешил. Тем временем соревнование последнее место занял взмыленный, бескураженный Манас. Издалека, услышав топот его коня, Санирабега вышла из дома. Покачиваясь, как тростиночка, сверкая неземной красотой, она радушно встретила богатыря. «У вас очень резвый конь», — нежно рассмеялась девушка. Покраснев, как рак, Манас крайне огорчился своему почину. «Сволочь акула!» — выругал кровопийца про себя. «Я рассчитывал, что он приведет первым, а акула прискакал последним и опозорил меня». Не обращая на это никакого внимания, Санирабега заставила Манаса слезть с коня. «У вас уже не болит рука, раненная кинжалом?» — снова рассмеялась она. «Пусть теперь вам повезет. Не сердитесь, господин, и не расстраивайтесь, что я снова проявляю суровость. Хотя установила дом в последнем ряду, на мое счастье, мне достались именно вы. Заходите ко мне». После того, как Манас устроился в ее доме, ближе к вечеру, Санирабега позвала в гости всех богатырей и девушек. Гостям были предложены кумыс, разлитый в 7 больших мешков. А на скатерти красовались мясо, конская колбаса, хлеб 80 видов. Богатыри, волю наевшись, напившись, пришли в умиротворенное состояние. Когда прекратился шум, Манас обратился к собравшимся. «Девушки, — сказал он, — для того, чтобы вы не печалились, что вышли замуж не за того, за кого хотели, сделаем так. Сейчас мужчины выйдут наружу, станут в ряд. Затем завяжем вам глаза. Вы должны в таком виде подойти к парням и выбрать одного из них. До кого дотронетесь, тут и будет вашим мужем. Согласны на это?» «Согласны!» — довольно крикнули девушки.
Желая окунуться в новую забаву, богатыри отошли подальше от дома Каныкея. После того, как девушкам завязали глаза, раскинув руки в сторону, они подошли к богатырям. На их удивление, девушки снова выбрали тех же парней, что и раньше. Как она не противилась, Алмамбету снова досталось Аруке. Увидев это, китаец почувствовал себя весьма уязвленным. Мне опять прилепилась эта уродка, расстроенно подумал богатырь. Другим витязям достались хорошенькие девушки, а на мою долю пришла такая страшилка. Свои мысли недовольный Алмамбет прямо высказал Каныкею. Ты неправильно говоришь, ответила она. А руке достойно тебя. Ты нигде не найдешь такую красивую, обаятельную и умную, и щедрую девушку, как она. Вы считаете, что она красавица? Брезгливо спросил Алмамбет, махнув рукой в сторону Аруке. Оглянувшись в ее сторону, Каныкей оторопела. Это не Аруке, удивленно произнесла она. Куда она делась? Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.